Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня 27 мая 2026 года. Мы продолжаем подробный разбор одного из самых резонансных уголовных дел последних лет в Украине. Дело Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве Ирины Фарион. Сегодня мы особое внимание уделим идеологической составляющей обвинения. Обвинение утверждает, что Зинченко – это идейный неонацист, проникшийся идеологией в каналах NSWP под ником Параноик, который общался с администратором «Все шум» и является автором манифеста украинского автономного революционного расиста. Сам Зинченко это категорически отрицает. В материалах дела находится ключевой документ, лингвистический вывод судебного эксперта по результатам лингвистической экспертизы. Сейчас мы его внимательно рассмотрим. Эксперт проанализировал два текста. Во-первых, допис или пост, от 24 июля 2024 года и сам манифест. В дописе или в посте эксперт нашел признаки расовой нетерпимости. Эти признаки он нашел в фразе «никакой войны, кроме расовой». По мнению эксперта, это прямой призыв к расовой войне, вооруженной борьбе против представителей другой расы. Автор говорит от имени группы. Мы использует настоящее время и выражает готовность стать самостоятельным субъектом такой борьбы. В самом же манифесте эксперт выявил многочисленные признаки расовой нетерпимости. Среди ключевых цитат. Первое. «Я революционный расист». Под термином «расизм» я подразумеваю систему ценностей, во главе которой лежит благополучие наших людей, общность по крови без инородцев, или же с ними, но со строгим ограничением прав последних. Вторая цитата. Иначе говоря, я выступаю за сохранение генофонда, за народное единство, за расовую чистоту, за кровь и почву, за отсутствие инородцев на своей земле, за белое общество, за ксенофобию, за этнонационализм. Следующая цитата. «Я допускаю, что мои соратники толкуют его несколько иначе, но мы не хотим жить на своей земле с инородцами на равных». Еще цитата. «У меня есть не совсем белые знакомые, но это не мешает мне бороться за то, чтобы их не было на моей родной земле». Далее. Указание на имущество и самих инородцев как на хорошие цели для атак и планы строить белую Европу, возродить все белые нации и превратить текущую войну в расовую. Эксперт
приходит к выводу, что эти высказывания выражают неприязнь, ненависть и расовую нетерпимость, где главным маркером выступает цвет кожи и происхождение. Правда, тут есть еще и про этнонационализм, но чуть попозже об этом. Однако вот здесь вот важно обратить внимание на серьезное ограничение этого документа, то есть на лингвистическую экспертизу. Это чисто лингвистическая экспертиза, и эксперт неоднократно подчеркивает, что он не устанавливает авторство текста, не определяет, кто именно его написал, и не проводил технического анализа. Очень важно отметить следующее. В выводе эксперта полностью отсутствуют данные о цифровых следах. Нет анализа IP-адресов, с которых публиковался манифест и допис. Нет логов входа в аккаунт канала Adherint Dum Metuant. Нет метаданных файлов. Нет подтверждения, что текст публиковался именно с устройств Зинченко. Нет информации о времени и месте подключения. Нет привязки по MAC-адресам, сим-картам или другим техническим идентификаторам. В современном уголовном процессе наличие таких цифровых доказательств является одним из важнейших элементов доказывания. Без них связь между конкретным человеком и опубликованным текстом остается исключительно косвенной, через стилистическое сходство. Подписки на каналы и переписки с юридической точки зрения это существенно ослабляет позицию обвинения. А теперь давайте подробнее остановимся на содержательном анализе манифеста и его параллелях с мировоззрением самой Ирины Фарион. Мы же слышали, что там была цитата про этнонационализм. Интересный момент, который заслуживает внимания. Многие тезисы манифеста имеют сильное идеологическое пересечение с радикальным этнонационализмом Ирины Фарион. Только если мы заменим биологическую расу на этнолингвистический признак, проведем прямые параллели. Итак, цитата. Первая. Из манифеста. Без инородцев или же с ними, но со строгим ограничением прав последних. И мы не хотим жить на своей земле с инородцами на равных. Параллель с Фарион. Ирина Фарион неоднократно, публично заявляла, что не желает жить на одной земле с русскоязычными гражданами, которых она считала инородцами и угрозой украинской идентичности. Она предлагала жесткие ограничения прав русскоязычных, включая запрет на профессии, образование и публичное использование русского языка. Вторая цитата из манифеста. «Я выступаю за сохранение генофонда, за расовую чистоту, за кровь и почву, за отсутствие инородцев на своей земле». Параллель с Фарион. Фарион активно продвигала идею этнической и языковой чистоты Украины. Она говорила
о необходимости очищения украинского общества от русского культурного и языкового влияния, называя русский язык оружием гибридной войны и требуя полного вытеснения его с украинской земли. Следующая цитата из манифеста. «У меня есть не совсем белые знакомые, но это не мешает мне бороться за то, чтобы их не было на моей родной земле». Параллель с Фарион. Фарион признавала наличие русскоязычных знакомых и родственников у многих украинцев, но при этом жестко требовала, чтобы они отказались от русского языка или покинули Украину. Она неоднократно говорила, что даже близкие люди, продолжающие говорить по-русски, являются проблемой для нации. Четвертая цитата манифеста. «Мы будем строить белую Европу, возродить все белые нации». Параллель с Фарион. Фарион видела будущее Украины как этнически чистое государство, построенное исключительно на украинской языковой и культурной основе, без места для чужих элементов. Она часто противопоставляла украинское всему русскому, как экзистенциальную угрозу. Пятая цитата манифеста. «Призыв превращать войну в расовую и бороться за будущее наших против инородцев». Параллель с Фарион. Фарион интерпретировала текущую войну не только как войну с Россией, но и как войну против внутреннего врага, всех, кто сохраняют русскую идентичность внутри Украины. Таким образом, если в манифесте заменить понятие «раса» биологическое на «этнос» или языково-культурная группа в понимании Фарион, то текст идеологически очень близко ложится на ее собственное мировоззрение. Вызывает таким образом серьезное недоумение то, что следствие практически не стало глубоко копать в сторону реального администратора каналов NSWP и особенно канала Adherint Dum Metuant, где был опубликован манифест. Насколько известно, из открытых данных личность администратора не была установлена, его геопривязка по постам не отработана, IP-логи и другие технические данные не были полноценно исследованы и представлены в материалах дела. Это вызывает вопросы. Если версия о том, что данные каналы имеют этнонационалистическую природу, идеология которых во многом перекликается с радикальными взглядами части украинских националистов, и что некоторые из этих националистов могут находиться в правоохранительных органах и судебной системе Украины, то такая версия может быть крайне нежелательной для следствия, потому что активная разработка администратора канала могла бы теоретически вывести на людей из своих же кругов. В таком случае обвинение в адрес русскоязычного Зинченко становится удобным способом направить следствие в нужную сторону и не выйти на самих себя. Конечно, это альтернативная версия, которую может развивать сторона защиты. Она требует тщательной проверки и конкретных доказательств. Однако обязанность следствия всесторонне, полно и объективно исследовать все возможные версии, включая эту. Вывод
эксперта по лингвистической экспертизе подтверждает наличие расовой нетерпимости в тексте. Это может поддерживать квалификацию по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Однако отсутствие прямых цифровых доказательств, логов, IP-адресов, метаданных, а также недостаточная отработка администраторов каналов делает связь Зинченко с манифестом крайне уязвимой. Обвинение обязано доказывать вину вне разумного сомнения. Косвенных данных в виде стилистического сходства и подписок на каналы для этого может быть недостаточно. Суд должен критически оценивать все доказательства в совокупности и помнить о презумпции невиновности. На сегодняшний день в открытых материалах прямых и неопровержимых доказательств того, что именно Зинченко является автором манифеста и идейным неонацистом, недостаточно. Друзья, это дело очень сложное и многогранное. Что думаете вы? Достаточно ли косвенных доказательств и лингвистической экспертизы, чтобы признать человека идейным нацистом? Пишите взвешенное мнение в комментариях. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь, включайте колокольчик, донатьте. Продолжаем следить за развитием дела. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч. Интересно, не является ли Ирина Фарион идейным расовым революционером?